Некоторое время назад я обнаружил в своих файлах бесчисленное количество видео, в которых сами участники BTS через слова, поступки и реакции снова и снова намекали на то, что между Тэхёном и Чонгуком происходит нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Во многих моментах их взгляды, выражения лиц и поведение словно подтверждали, что их связь выходит далеко за рамки обычной дружбы. И это продолжается до сих пор. У них по-прежнему есть внутренние шутки, которые фанаты не могут до конца понять, и именно эти загадочные моменты снова и снова становятся центром внимания вокруг этой необычной пары. Одним из самых ярких примеров стал момент, когда Чонгук исполнил Crystal Snow перед ARMY и открыто посвятил свою часть Тахёну. Он изменил слова с «я хочу обнять тебя, прежде чем он исчезнет» на «я хочу обнять ТТ еще один раз, прежде чем он исчезнет». Тэхён застенчиво улыбнулся, а ARMY ответили хором недовольных возгласов, став свидетелями еще одного момента, в котором отношения Таккука словно раскрылись сами собой. 28 ноября во время прямого эфира Джимин спросил Тэхёна, являются ли его шорты нижним бельем или все-таки штанами, потому что казались слишком короткими для трансляции. Тэхён ответил, что это штаны, которые выглядят как белье, хотя на самом деле это были шорты, подчеркивающие его ноги. С самого начала Тэхён дал понять, что не хочет вести эфир в одиночку, так как ему неловко говорить на камеру одному. Он намеревался пригласить Чонгука. Он даже попросил сотрудников, если они следят за эфиром, передать Чонгуку, что Тэхён лично хотел с ним поговорить с ARMY. Он не упоминал других участников и не говорил о гостях. Он просто ждал Чонгука. Самое странное заключалось в том, что Тэхён знал, что Чонгук придет, и все же надел шорты, которые выглядели почти как нижнее белье. Реакция Чонгука была понятной. Он словно не мог оторвать взгляд от того, что находилось под столом, где стоял штатив камеры, будто воин, проходящий испытание часовой трансляцией. Затем они посмотрели друг на друга. Единственным подтверждением того, что зрители были лишь навязчивыми третьими лицами, стало выражение лица Джимина, пока Тэхён и Чонгук долго смотрели друг другу в глаза, будто камеры и аудитории вовсе не существовало. В итоге Джимин сделал вид, что уходит, чтобы разрядить очевидно неловкую ситуацию. В шоу Джеймса Кордена Джеймс и Макс Мингелла в шутку изображали Чонгука. Оба сказали, что им нравится Тэхён, будто они знали нечто большее, чем обычные фанаты. Макс Мингелла даже произнес: «Ну, знаешь, мы знаем». Еще один запоминающийся момент произошел, когда участники делали акростих для ARMY перед прощанием. Тэхён воспользовался моментом и попросил Чонгука поцеловать его при всех. Несколько секунд повисла тишина, давая время Чонгуку отреагировать, пока Тэхён внимательно наблюдал за ним. Именно такой реакции он и добивался, пытаясь смутить Чонгука. Этот момент окончательно укрепил мои чувства к этой паре. В 2019 году Сокджин провел прямой эфир в честь своего дня рождения и пригласил других участников. Со временем гости начали уходить, оставляя ему личное пространство. В конце Тэхён и Чонгук ушли вместе, но за кулисами Тэхён вышел первым, оглянувшись на дверь. Спустя несколько секунд Чонгук пошел в противоположную сторону, явно кого-то ища. Осознав, что нужный человек ушел в другую сторону, он улыбнулся, выдав свои намерения, и намеренно развернулся, чтобы пойти к Тэхёну. В третьем сезоне Bon Voyage по предложению Чонгука участники договорились тайно выбирать комнаты и не говорить Тэхёну, кому какая принадлежит, ради справедливости. Однако все начали подшучивать над Чонгуком, уверяя, что Тэхён все равно выберет именно его комнату. Наверху поселились Джимин, Сокджин и Юнги, в правой комнате внизу Хосок и Намджун, а Чонгук остался один в левой комнате внизу. Это его не расстроило, наоборот, лишь усилило его энтузиазм. Через несколько дней после приезда Тэхёна Чонгук сам дал ему намек. В итоге Тэхён зашел именно в комнату Чонгука, несмотря на то, что другие комнаты были заняты. Остальные смеялись над очевидным планом Чонгука, а Намджун задавал вопросы, из-за чего Чонгук выглядел неловко и не мог оправдаться, ведь это было именно то, чего он хотел с самого начала. Были и другие моменты, указывающие на то, что их связь глубже дружбы. Когда участники шутили, что Чонгук теперь достаточно взрослый, чтобы выбирать, кого целовать, Намджун сразу предложил Тэхёна как единственный вариант, из-за чего Чонгук покраснел.
В другой раз Тэхён запутался в своих словах, утверждая, что смотрел эфир Джимина и Сокджина, поедая мясо, хотя ранее говорил, что тренировался с Чонгуком. Сокджин усомнился в этом, пока Чонгук не произнес слово «свидание». Тэхён смутился, начал резать лед и хлопать без причины, а остальные попытались сменить тему. Джимин также рассказывал, что Чонгук хотел сесть на диету, но Тэхён отвел его в мясной ресторан и накормил. Джимин назвал это жестоким, потому что знал, что Чонгук не сможет отказать Тэхёну. Во время другого эфира Джимин снова рассказал эту историю, добавив, что Тэхён кормил Чонгука палочками. Чонгук же вспомнил, как часто он сам кормил Тэхёна, потому что упустить возможность быть накормленным Чонгуком для Тэхёна было просто невозможно. Сокджин однажды подшутил, что перед эфиром они поссорились из-за неловкости. Тэхён и Чонгук сразу это отрицали, утверждая, что их просто отсчитали вместе. Хосок добавил, что они называли друг друга огнем и водой. Тэхён объяснил, что Чонгук его огонь, а он носил синий цвет как символ воды для Чонгука. У Тэхёна не было красной одежды, но, по его словам, огонь у него уже был, Чонгук, поэтому они никогда не будут разделены. Во время обмена подарками Тэхён анонимно подарил Чонгуку парфюм и письмо. Чонгук прочитал его вслух, сказав, что его «малыш» странно пахнет по ночам. Сокджин удивился слову «малыш», пока Джимин не раскрыл, что подарок был от Тэхёна, и все сразу стало ясно. В одном из Бангтан-бомб Джимин спросил Чонгука, счастлив ли он. Чонгук ответил, что да, потому что если бы он не был в армии, он не был бы счастлив, но в последнее время у него хорошее настроение. Джимин сразу спросил, связано ли это с Ким Тэхёном. Чонгук поспешно ответил «с армией», но его понимающая улыбка говорила сама за себя. Был и момент в «Бон Вояж», когда Хосок рассказал, что застал Тэхёна и Чонгука обнимающимися во сне. Тэхён держал ногу Чонгука. Они пытались это объяснить, но в итоге действительно обнимались. Джимин переводил слова Хосока, все еще не понимая ситуацию, а Намджун тем временем незаметно подтянул Чонгука ближе к Тэхёну. Многозначные взгляды участников сказали больше любых слов. И, наконец, момент, когда Тэхён попросил Чонгука закончить эфир, чтобы они могли поговорить наедине. Чонгук сразу согласился, сказав, что пора заканчивать, хотя ранее хотел продолжить. Джимин подразнил их звуками поцелуев, и трансляция закончилась. Все эти взгляды, жесты и реакции убедили меня в том, что между Тэхёном и Чонгуком было нечто большее, чем просто дружба. Возможно, не все видят это так, но для меня это было реальностью. Слишком много моментов, чтобы их игнорировать. Тэккук был настоящим тогда, сейчас и всегда. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay